too that Lisa could hear things like the refrigerator door opening and Мы знали, что Лиза слышит такие вещи, как, например, звук открывания дверцы холодильника. И она всегда слышала, как разворачиваются конфетные фантики, и она всегда бежала на этот звук. Но вот нас она не слышала. Мы разговаривали с ней, просили подойти, а она убегала или просто беспрестанно глядела из окна. Так что мы пригласили ей врача, решив, что для начала лучше всего ей будет пройти тест на остроту слуха. Так что начали мы именно с теста. Но она слышала все, слух у нее, вероятно, был даже лучше обычного. Кэти была прекрасным младенцем. У нас она была вторым ребенком и разительно отличалась от нашей старшей дочери. В раннем детстве Кэти была очень активным малышом. Она много бегала и занималась различными мелочами. И мы воспринимали это как нормальное поведение нормального подвижного ребенка. А затем, когда у нее развились нормальные в нашем понимании речевые звуки и речевые шаблоны, в возрасте примерно 20 месяцев она внезапно перестала разговаривать. Я думаю, что больше всего нас беспокоило именно то, что это произошло настолько внезапно. Для того возраста, я считаю, ее словарный запас был весьма хорош по сравнению с запасом ее старшей сестры. А затем она однажды просто замолчала. Мы ждали, что она заговорит снова, хотя бы пару слов. Но она так и не заговорила. И тут мы начали замечать другие необычные вещи, которые стали нас беспокоить. Например, отсутствие зрительного контакта, когда мы разговаривали с ней. Она не смотрела нам в глаза, она смотрела, казалось, куда угодно, только не в глаза. Она не отвечала, когда мы звали ее по имени. Была одна вещь, которая меня сильно задевала. Когда я возвращался домой с работы, а она сидела в детской, я заходил к ней и говорил: «Привет, Кэти. Как прошел твой день?» А она не оборачивалась. Меня это очень беспокоило. Я привык к тому, что моя старшая дочка оборачивалась, подбегала и крепко обнимала папу. Это было очень приятно. Мы наблюдали за изменениями Кэти и замечали все больше особенностей. Наконец мы решились сходить к специалистам. Мы провели тест на остроту слуха Кэти. Мы думали, что проблема кроется в этом. Но оказалось, что слух у нее был, вероятно, даже острее, чем у большинства. Так что слышала она точно без проблем. У Кэти был, если мы правильно поняли, абсолютный слух. Это что касается остроты слуха. Моя жена могла наиграть что-то на пианино, а Кэти тонко чувствовала все ноты и даже напевала их, только не словами, а звуками. Это нам казалось весьма впечатляющим. В общем, обойдя нескольких специалистов в попытках понять, что же все-таки с ней было не так, мы наконец услышали диагноз – ранний детский аутизм. Мы с женой о таком никогда не слышали. И только сейчас мы начинаем осознавать, что это значит. Одной из первых особенностей, которые мы заметили в отношении Майкла, было явное отсутствие развития естественных речевых шаблонов. И мы сравнивали это отсутствие прогресса с тем, чему в этом плане научились его старшая сестра и младший брат. В возрасте 2,5 лет они оба достаточно бегло говорили. И мы не подозревали, что у него с этим какие-то сложности, пока не поняли, что ему тяжело говорить. Также у него наблюдались поведенческие проблемы. Он всегда был готов впасть в истерику, если вдруг мы вмешивались в какое-нибудь его занятие. В этом отношении он был весьма независимым ребенком. Он был очень сдержан, и он все еще сдержан в какой-то мере в отношении всего, что творится вокруг. У него очень строгий порядок дел, от которого он практически не отходит. И этот порядок наблюдается с утра до вечера. Создается впечатление, что отвлечь его от этого порядка невозможно, разве что в те моменты, когда случается какая-то вещь, которая сочетается с тем, чем он сам занимается.
Вещь, которая совпадает с его интересом. Тогда с ним можно взаимодействовать. Но его отстраненность несколько сбивает с толку, и нам с этим не просто справляться. Другой любопытной особенностью развития Майкла была та легкость, с которой он освоил алфавит, а затем выучил слово, научился, как их произносить по буквам, как их читать. А затем он обрел способность писать. Он научился эти слова писать. Мы не учили его этому. Он сам развился в этом направлении. Сам начал писать буквы. Интересно то, что до непосредственного письма он пытался изображать буквы ладонями, пальцами. Он формировал буквы. И мы поощряли это в какой-то степени. Также он очень привязан к неодушевленным предметам. У него, разумеется, есть игрушки. И некоторые из его игрушек — это кубики, с которыми он играет несколько странным образом. Я хочу сказать, что он расставляет эти кубики по дому, но не строит из них. Он ставит некоторые на другие, а затем расставляет по дому по какому-то своему плану, который мы пока не смогли понять, но он всегда очень глубоко проникается этим занятием, и это его погружение в дела. Выписывание букв, письмо и выстраивание кубиков. В целом и составляет его день. Вот, в общем, как все обстоит. Дети, которых сейчас описывали их родители, демонстрируют типичные симптомы редкого заболевания – детского аутизма. Как и большинство аутичных детей, эти дети физически здоровы и симпатичны. Однако, несмотря на их нормальную внешность, дети-аутисты серьезно больны. Многие люди считают, что дети-аутисты просто являются умственно отсталыми. Но существует множество причин не считать детей-аутистов просто умственно отсталыми. К примеру, у таких детей рано проявляются способности к рисованию, математике или музыке. Ребенок аутиста отличается неспособностью поддерживать связь с реальностью. С умственной и эмоциональной точек зрения он заперт в своем собственном мире. Ребенка аутиста часто считают глухим, однако тесты на остроту слуха показывают, что слух у него не слабый, а наоборот, является необычно острым. Дети с аутизмом обычно не могут говорить, однако их органы речи выглядят здоровыми. Никто не знает причин, но дети с аутизмом обычно проводят дни, часами развлекая себя повторяющимися, ритуалоподобными играми собственного изобретения. It took almost 4 years of going from specialist to really finally have someone confirm my suspicion. Мы потратили почти 4 года, ходя от одного специалиста к другому, пока, наконец, один из них не подтвердил мои подозрения. Но даже тогда было непросто жить с этой мыслью. Даже когда мы точно узнали, ведь Лиза иногда устраивала шумные истерики по ночам или по вечерам, прежде чем идти спать. А где-то к ее второму дню рождения мы купили ей игрушечную чудо-лошадку, и она каталась на этой лошадке дни и ночи напролет, особенно между половиной 6 утра и 7 или 8, в котором часу нужно было уже вставать. Ее было тяжело куда-то с собой взять, она боялась обшивочных панелей, деревянных панелей, особенно в банках, просто до крика, пока мы оттуда не уходили. Она боялась некоторых парковок. Нам приходилось парковать машину на улице и пешком добираться до торговых центров. А после 2 лет у нее стал ярко проявляться гиперкинез. И она просто везде носилась, все хватала и залезала на заборы, прыгала в озера и... Я пыталась привить ей дисциплину, злилась на нее, шлепала. И тогда муж очень на меня сердился, ведь он не мог смотреть на ее слезы. Он говорил, она просто несчастный больной малыш.
Она же не понимает. Не будь так строго с ней. Но с этим так тяжело жить. Я возьму ее с собой в супермаркет, а она будет хватать абсолютно все подряд. Пытаться вылезти из тележки, открывать коробки с хлопьями. Хватать конфеты. Это было просто ужасно. Вскоре я просто перестала брать ее с собой в магазин. Мне было просто настолько неловко. Да, а мужу было грустно. Не шлепаю ее. Она же просто болеет. Она же просто не понимает. Очень тяжело жить с такой ситуацией в семье. Существует много теорий о причинах детского аутизма, но на самом деле мы не знаем, что его вызывает. Некоторые из передовых теорий предлагают идею о том, что в самом ребенке имеет место некий биомеханический дефект, приводящий к тем проблемам, о которых нам говорили ранее. К сожалению, не зная причины, мы испытываем немалые сложности с разработкой хоть какого-нибудь лечения. Будучи психиатрами, мы неоднократно пробовали применять психотерапию, но не добились практически никаких успехов. Видимо, психотерапия – это не решение. Мы также опробовали множество медицинских препаратов. И, пожалуй, наиболее часто применяемыми сейчас являются транквилизаторы. Но их основное предназначение в том, чтобы утихомирить излишне активного ребенка до той степени, когда с ним можно спокойно сосуществовать в одном доме или в школе. Поначалу мы воспринимали этих детей как умственно отсталых, так как мы мало что знали о детском аутизме. Вследствие этого мы помещали их в государственные больницы, где им приходилось проводить немалую часть своей жизни. Это была действительно печальная практика. И, к сожалению, многие дети оставались в таких учреждениях всю жизнь, становились там взрослыми, а затем и стариками, не побывав ни разу частью общества. К счастью, сегодня мы понимаем, что можем кое-что сделать. Например, проводить для них обучающие программы. Однако, если нам не удается внедрить обучающую программу в жизнь ребенка с раннего возраста, то с нашими нынешними знаниями мы почти ничего больше не можем сделать для таких детей. Очень печально помещать ребенка в таком состоянии в государственную больницу, так как помочь им нельзя. Они держатся особняком, и у них огромный потенциал. Пока Дженнифер не исполнилось 2 годика, она была очень счастливым, здоровым, нормальным ребенком. Но в 2,5 года она все еще не разговаривала. Не было даже простых «мамы» или «папа», тех слов, которые любой родитель хочет услышать от своего малыша. Мы понимали, что с ней что-то не так. Она словно не замечала ни нас, ни того, что было вокруг нее. Она не играла дома со своими игрушками, даже не смотрела телевизор. Она лишь перетаскивала свое одеяльце из комнаты в комнату и сосала большой палец. Мы показывали ее стольким докторам и специалистам, проводили анализы крови, рентгены, ЭКГ, но никто не мог нам назвать причины ее состояния. Теперь Дженнифер уже 4 года, и я надеюсь, что помощь была своевременной. Если ей не станет лучше, то в таком случае ей, конечно, придется провести остаток жизни в специальном учреждении. Эту тему мы с мужем дома никогда не обсуждаем, но эта мысль преследует нас ежедневно. Проблема детей-аутистов – это позор государства. В стране существует лишь несколько программ, желающих и готовых эффективно работать с такими детьми. Но я думала, что в Калифорнии, имеющей безупречную репутацию в сфере образования, ситуация обстоит иначе. Однако я обнаружила, что Калифорнийский образовательный кодекс исключает детей-аутистов из программы образования в государственных школах. Так что я занялась поиском других доступных таким детям учреждений, расположенных в округе Сан-Диего. Я узнал, что здесь нет мест, специально оснащенных для удовлетворения особых потребностей детей с аутизмом.
Я поговорила об этом со многими специалистами, и их единственный ответ звучал так: постройте свое. Так что летом 1970 мы основали Los Niños. В штате были только волонтеры, а бюджет составлял что-то около $100. Это был летний проект, рассчитанный на 8 недель. И даже с такими ограниченными ресурсами мы добились некоторых успехов. Весь следующий год я думала о таких детях. Куда им идти? Мне казалось, что необходимо было создать дошкольную программу, предназначенную для обучения базовым коммуникативным навыкам до 5-6-летнего возраста, иначе шансы на успех были крайне низкими. Я знала, что нужно было делать. У меня был штат. И, конечно, у меня были детки. Но у меня не было помещений, не было денег, чтобы купить оборудование, нечем было платить работникам. Примерно в это время психиатрический фонд Виста Хилл узнал о стараниях миссис Уолш организовать образовательную программу для детей-аутистов. Мы согласились спонсировать проект, полагаясь на тесное сотрудничество с другими общественными организациями. Нам очень повезло, что удалось найти помещение для проекта. Его предоставила епископальная церковь Святого Луки в Сан-Диего. Это помещение было предоставлено бесплатно, в дар от прихожан. Общество постепенно знакомилось с бедой аутизма, и мы начали получать помощь от волонтеров из всевозможных сфер жизни. Без этой помощи мы не смогли бы продержаться первый год. Впервые я узнала о программе для детей-аутистов у себя в церкви и от мисс Уолш, и на тот момент эти детки вообще никем не спонсировались. Они нуждались в оборудовании, в помещении. Так что я и еще несколько прихожан собрались вместе, и мы сделали несколько устройств, предназначенных для обучения этих деток. И таким образом нам удалось сэкономить где-то $300-500 для некоторых работников. Мы очень привязаны к этим маленьким людям, ведь если нам удастся им помочь, они смогут вести жизнь, которая будет что-то значить. В противном случае они попадают в специалисты учреждения. И разумеется, если им можно помочь, я считаю, в этом наш долг. We decided to continue to call the program Los Niños because it means the children. Мы решили оставить программе название Los Niños, ведь это значит «дети». И независимо от того, какие еще ярлыки вы на них вешаете, они в первую очередь дети. Дети, которым нужна от нас специализированная помощь, без которой они не смогут насладиться своим детством. Умничка, Пол. Молодец. Хорошо, Дженнифер. Давай. Вот умница, Пол. Славно, Дженнифер. Ты умница. Очень хорошо. Давай. Давай, хлопай, Лора. Умничка. Еще, Лора, еще похлопай. Но это не школа. Цель программы в том, чтобы предоставить краткий интенсивный курс по коррекции языка и поведения, который должен помочь детям быть функциональной частью группы. Как только они готовы, их максимально быстро записывают на частную или государственную программу, где дети работают в группах. Майкл, посмотри на меня. Покажи на молоко. Умница, Майк, молодец. Майкл, посмотри на меня. Покажи на торт. Хорошо, очень хорошо. Майкл, покажи на яйца. Хорошо, молодец. Тот метод, который мы используем в нашем центре, называется модификация поведения.
Это система, по которой дети получают награду за мельчайшие успехи на пути к некой основной цели. Чем лучше успехи, тем крупнее цели. Поначалу в качестве награды мы используем любимую еду малыша, дополняя ее похвалой и нежностью. Так мы учим вести себя на занятиях, поддерживать зрительный контакт. Посмотри на меня. Мы учим деток, как показать то, что они видят и что слышат, так как для детей это естественный способ учиться, повторяя за кем-то. Посмотри на меня. Молодец. Что это? Тетя? Молодец. Ты умничка. Посмотри на меня. Молодец. Что это? Молодец, Рикардо. Очень хорошо. Посмотри на меня. Вот так. Что это? Молодец. Замечательно. Посмотри на меня. Хорошо. Что это? Собачка. Молодчина. Мы также ведем интенсивную работу с родителями, чтобы они могли использовать те же методы и процедуры в домашних условиях. Мы считаем это неотъемлемой частью любой программы, которая работает с детьми, страдающими тяжелыми расстройствами. Миссис Рамирес, очень важная вещь в работе с Армандо Дама в том, как именно вы используете свой голос. Когда вы его хвалите, ваше лицо должно быть счастливым, а голос должен звучать радостно, так как он не очень хорошо понимает сами слова, и немалую часть информации он получает из того, как звучит ваш голос и как выглядит лицо. Так что, когда вы говорите ему «нет», ваш голос должен звучать ниже и быть очень твердым, чтобы он действительно понимал, что ему говорят «нет», что вы не шутите. Если вы хотите, чтобы он что-то сделал, чтобы привлечь его внимание, сначала попросите его посмотреть на вас, а уже после говорите, чего вы от него хотите. Попробуем сейчас. Армандо. Посмотри на меня. Армандо. Посмотри на меня. Молодец, Армандо. Молодец. Хорошо. Теперь посадите его прямо, и мы дадим ему игрушку. Вот, хорошо. Теперь посмотрим, соберет ли он колечки. Попросите его снова на вас посмотреть. Армандо, посмотри на меня. Посмотри на меня, Армандо. Опусти руки. Опусти руки. Хорошо. Посмотри на меня. Армандо. Посмотри на меня. Молодец, Армандо. Умница, Армандо. Хорошо. Молодец. Опусти руки. Молодец, Армандо. Хорошо. Посмотри сюда. Молодец, Армандо. Хорошо. One suggestion I would like to make is to try to get him to look at what it is that he's doing. Я бы хотела дать вам совет. Постарайтесь заставить его посмотреть на то, что он делает. Он может делать многое на ощупь, но было бы, вероятно, лучше, если бы он смотрел на то, что делает. Но я думаю, что вы очень хорошо справляетесь, и я довольна вами с Армандо. Это обучение зачастую проходит очень медленно. Иногда нам требуется неделя беспрестанного «посмотри на меня», прежде чем ребенок начинает нормально себя вести. Но мы считаем, что систематическая работа на индивидуальной основе помогает детям со временем выбраться из их оторванного от реальности мира. Это зачастую очень утомительная и всегда очень дорогая процедура. Но она того стоит, потому что она работает. В самом начале у нас было 7 детей, и в течение года 5 из них смогли перейти в другие программы при государственных и частных школах. Это что за цвет? Зеленый. Молодцы. Молодец, Скотт. Что это за цвет? Синий. Умничка, Кэти. Давайте считать ваши фишки. Кто готов отдать фишки? Давайте погляжу. Кэти, ты готова?
Кэти, чего ты сегодня хочешь? Чего желаешь, Кэти? Хорошо, это стоит 6 фишек. 2, 3. Это 4. 5. Ну вот, молодец, Кэти. At Los Niños, we keep rather precise data on each of the children using charts and film. В Лос-Нинос мы тщательно мониторим состояние детей при помощи графиков и снимая их на камеру. Год назад к нам поступила маленькая девочка по имени Кэти. У нее было множество классических симптомов аутизма. Странные ритуалы, подобное поведение, отсутствие адаптации, отсутствие речи, вообще никаких проявлений коммуникации. Она также не была приучена к туалету и не умела сама есть. А вот Катя сегодня. Скажешь привет. Привет. Как тебя зовут? Кэти. Ты счастлива? Да, я счастлива. Ты счастлива? Да, я счастлива.